Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Сегодня хочу предложить вам связать авоську из хлопковой пряжи. Авоська — это простонародное название, это сумка для покупок. Ее можно использовать вместо пластиковых пакетов. Можно также использовать как пляжную сумку, если вы едете на море или живете, или вы едете на какое-то озеро, водоем. В общем, ее можно использовать как для отдыха, так и для быта. Сумка у меня связана крючком. Ее вес 223 грамма. Вязала я ее из пряжи Росса Вита Катон, то есть это 100% хлопок двойной мерсеризации, 50 грамм в одном мотке, 150 метров. Мне понадобилось 4,5 мотка. И крючок я использовала номер 2. Размер моей сумки в готовом виде, без наполняющих ее вещей. Высота от вот этой вот части, не принимая во внимание ручки, до стола 28 сантиметров. Дальше смотрим. Дно получается у нее квадратное, его ширина и глубина по 26 сантиметров. Но эти размеры, они приблизительные, так как после того, как вы нагрузите ее какими-то товарами, она, конечно же, вытянется немного. Это нормально, сумка вязаная, она деформируется, но я пробовала в ней носить яблоки. Достаточно долго я несла их, и ручки у меня вернулись к прежнему положению. Да, они, конечно, потом в процессе использования все равно вытянутся, это нормально. Я думаю, что после стирки сумка будет принимать свой первоначальный вид, потому что это хлопок, а хлопок, он, как известно, усаживается. Но если вдруг вы хотите связать сумку меньшего размера, вы вяжете для дна сумки, это там, где у меня столбики с одним накидом, меньшее количество рядов, и затем в высоту вы можете также связать меньшее количество рядов, это уже тело сумки. Тогда ваша сумочка будет немного поменьше. Ну вот и все, что я хотела сказать. Давайте приступим к вязанию. Я беру пряжу, делаю вот такое кольцо, крючком захватываю пряжу, переворачиваю, снимаю это кольцо с пальцев, делаю 3 воздушных петельки для подъема и еще 3 воздушных петельки, это уже для угла. Делаю накид, провязываю 3 столбика с одним накидом в кольцо. Дальше 3 воздушные петли, накид и 3 столбика с одним накидом в кольцо. Три воздушные петли и 3 столбика с одним накидом в кольцо. Три воздушные петли, это уже 4-й угол у меня будет, и 2 столбика с одним накидом в кольцо. Теперь за свободный конец пряжи я стягиваю кольцо, вставляю крючок в 3-ю петельку столбика подъема и провязываю соединительную петлю. Это был первый ряд. Следующий ряд. В воздушную петельку я провязываю полустолбик, делаю 3 воздушные петли, накид и под воздушную цепочку провязываю 1 столбик с накидом. Затем делаю 3 воздушные петли, накид, под воздушную цепочку провязываю 2 столбика с накидом. Дальше в каждый столбик предыдущего ряда я провяжу по 1 столбику с накидом. Теперь делаю накид, под воздушную цепочку я провязываю 2 столбика с одним накидом каждый. Теперь 3 воздушные петли,
И сюда же еще 2 столбика. Дальше в каждый столбик предыдущего ряда до воздушной цепочки я провязываю по одному столбику с накидом. Теперь вот в этот угол я повторяю то же, что вязала вот в этот угол. 2 столбика с одним накидом каждый, 3 воздушные петли и 2 столбика. Каждый столбик предыдущего ряда до воздушной цепочки провяжу по одному столбику с накидом. Теперь повторяю в угол то же, что было в предыдущем. И теперь в каждый столбик предыдущего ряда я провяжу по одному столбику с накидом. Второй ряд у меня завершен. Обязательно считайте количество столбиков между воздушными петлями. Их должно быть одинаковое количество с каждой стороны. И обратите внимание, что вот здесь в конце ряда последний столбик я провязала в воздушные петельки подъема предыдущего ряда, потому что у меня в начале ряда идет смещение. Теперь крючок я вставляю в третью петельку столбика подъема. Провязываю соединительную петлю. Дальше мне нужно сместить начало ряда, чтобы оно всегда у меня было с краю и не образовался шов. В следующий столбик предыдущего ряда вставляю крючок, провязываю полустолбик и затем в воздушную петельку провязываю полустолбик. Теперь я делаю 3 воздушные петли для подъема, накид, 1 столбик под воздушные петли. В предыдущем ряду я провязывала точно так же. 3 воздушные петельки и под воздушные петли я провязываю 2 столбика с одним накидом каждый. Дальше у меня все повторяется, как в предыдущем ряду. В каждый столбик предыдущего ряда до воздушной цепочки я провяжу по одному столбику с накидом. Затем под воздушную цепочку я провяжу 2 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 2 столбика с накидом. Затем в каждый столбик я провяжу по одному столбику с накидом, и так далее я буду вязать до конца ряда. Я довязала третий ряд до конца. Теперь вставляю крючок в верхнюю петельку столбика подъема, провязываю соединительную петельку. Напоминаю, что количество столбиков между воздушными петлями с каждой стороны должно быть одинаковым. Теперь для начала нового ряда я все провязываю точно так же, как и в предыдущем ряду. Вставляю крючок в следующий столбик, провязываю полустолбик и в воздушную петельку я смещаю начало каждого ряда. И дальше я полностью повторяю предыдущий ряд, то есть третий ряд я дальше буду полностью повторять. И вязать я так буду квадрат до тех пор, пока я не свяжу его нужного мне размера. Я связала квадрат из 20 рядов. Его размер получился 32 сантиметра на 32 сантиметра. По каждой стороне у меня 79 столбиков с одним накидом. Это от воздушных петелек до воздушных, только столбики. Я нашла центральный, то есть у меня здесь 39. Затем в следующий, в 40 я вставила маркер, так по каждой стороне. И здесь после маркера до воздушных петель у меня также осталось 39 столбиков. Маркерами я отметила места, где я буду делать убавки. Для начала следующего ряда я уже связала 2 полустолбика, чтобы сместить начало. И начинаю следующий ряд. Делаю 3 воздушные петли. Под воздушную петельку провязываю столбик с накидом. 3 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. То есть углы, как я провязывала во всех рядах, здесь
и во всех остальных углах я буду провязывать точно так же. И начиная с этого ряда я буду не только убавки делать, чтобы формировать сумку, но и провязывать узор. Я сделала накид, в следующий столбик предыдущего ряда провязываю столбик с одним накидом. Делаю накид. И теперь я провяжу столбик с накидом, но при этом я буду огибать предыдущий столбик. Завожу крючок вот так, огибаю предыдущий столбик, вытягиваю петельку и провязываю столбик с накидом. Накид. Следующий столбик пропускаю и в следующий после пропущенного провязываю столбик с накидом. Накид и точно так же провязываю огибающий столбик с накидом. Один столбик пропускаю, в следующий после пропущенного провязываю все то же самое. И так я буду вязать, не довязывая до маркера 3 столбика. Я провязала узор до маркера. Вот этот столбик я пропускаю, и у меня остается 3 столбика перед маркером. В них я провяжу 3 столбика с одним накидом, с общей одной вершиной. Делаю накид, пропускаю, в следующий вставляю крючок, вытягиваю петлю, накид, провязываю 2 петельки, накид, в следующий провязываю все то же самое, накид и еще раз. У меня не довязано 3 столбика, делаю накид и протягиваю петельку через все петли на крючке. Убираю маркер. Провязываю воздушную петлю, делаю накид, пропускаю 1 столбик и начиная со следующего я опять провязываю убавку из 3 столбиков с одним накидом с общей вершиной. Маркер возвращаю под воздушную петельку. И дальше я продолжаю вязать узор. Вот такой же столбик с накидом. Следующий столбик с накидом огибает предыдущий, пропускаю 1 столбик и повторяю столбик с накидом, огибаю столбиком с накидом предыдущий. Так я вяжу до следующего угла. Довязала до угла, по узору я пропускаю вот этот столбик и провязываю угол сразу, точно так же как я провязывала его в предыдущих рядах. 2 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом, все это под воздушные петли. И точно так же я буду провязывать все оставшиеся углы. Дальше вот эту сторону я провяжу точно так же, как вот эту. То есть полностью повторяю вот от этого места все, что я здесь провязала, повторю здесь. Затем провяжу угол точно так же, как в предыдущих рядах. Затем вот эту сторону я всю провяжу точно так же, как вот эту. И следующий угол. И последняя 4-я сторона. То есть я продолжаю вязать этот узор до конца ряда. Я провязала узор по всем сторонам. И теперь в конце ряда я вставляю крючок в верхнюю 3-ю петельку столбика подъема. Затем, чтобы начать следующий ряд, я провязываю 2 полустолбика. Смещаю начало ряда, делаю 3 воздушные петли и полностью повторяю предыдущий ряд. Также я провязываю убавки вот здесь. Провязываю сначала 1 столбик, 3 воздушные петли и 2 столбика. Всегда в начале ряда так вяжу из-за смещения. Затем полностью повторяю узор, провязываю вот в этот столбик, этот пропускаю и так далее. То есть в один провязываю узор, следующий столбик пропускаю. Дальше я вяжу до маркера, не довязывая до него 3 столбика. 1, 2, 3. То есть вот отсюда, начиная вот в эти 3 столбика, я провяжу убавку. Затем также сделаю воздушную петлю, провяжу следующую убавку и продолжу вязать узор до следующего угла, провяжу угол и так далее. Я буду
вязать ряд. И вязать я буду нужное количество рядов, пока я не свяжу сумку нужной для меня высоты. Я связала 18 рядов узора, и теперь провяжу один ряд просто из столбиков с одним накидом, точно так же, как я провязывала здесь. Но при этом я буду делать убавки, так же, как в рядах с узором. Я уже провязала 2 полустолбика для смещения начала ряда. Делаю 3 воздушные петельки для подъема. Под воздушные петли провязываю столбик с накидом. 3 воздушные петли, то есть углы я провязываю так же, как в рядах с узором. Еще 2 столбика с одним накидом под воздушные петли. И дальше в каждый столбик предыдущего ряда я провязываю по одному столбику с накидом. То есть вот узор я уже не вывязываю, просто провязываю столбики с накидом. Затем довяжу до вот этого места, маркеры я убрала, и сделаю убавку точно так же, как в предыдущем ряду. А затем воздушную петельку и здесь убавку сделаю. Дальше буду вязать также столбики с одним накидом до угла, провяжу угол так же, как в предыдущем ряду. И то есть буду продолжать вязать ряд, только вместо вот таких элементов узора я буду провязывать просто столбики с одним накидом. Провяжу один такой ряд. И теперь я буду вывязывать ручки. Для этого я смещаю начало ряда. В следующий столбик я провязываю соединительный столбик или полустолбик. Дальше у меня 3 воздушные петельки, в 2 из них я провяжу также полустолбик. 1 и 2. И теперь я по центру воздушных петелек. Теперь я буду вязать ручку из воздушных петель длиной, которая мне будет комфортна. Я не знаю, даже сантиметров 30, может быть 40. То есть в процессе я буду измерять. Я связала цепочку из 100 воздушных петелек. У меня ее длина получилась в растянутом виде 35 сантиметров. Я думаю, что она еще немножко растянется. Можно связать и поменьше. Дальше я ее буду соединять вот с этой частью. То есть все вот эти столбики я пропускаю до вот этих воздушных петель. Вот в эту в центральную петельку я ввожу крючок и провязываю полустолбик. Еще очень важно вот эту цепочку не перекрутить. Вот в эти столбики я буду провязывать полустолбики без накида. Начну с воздушной петельки. Каждый столбик я провяжу либо соединительная петля, это называется, либо полустолбик без накида, для того, чтобы у меня край сумки не растянулся, то есть он будет более жестким за счет вот этого ряда. Я его немножко как бы закреплю. И вот такие полустолбики я провяжу до вот этого места. Последний будет провязан во вторую петельку. Затем я наберу также 100 воздушных петель, пропущу вот эти столбики до вот этого уголка, вставлю крючок во вторую воздушную петельку и также провяжу полустолбики уже по вот этой части и дойду до вот этого места, до начала этого ряда. Я связала ручки. У второй ручки точно такое же количество петель и точно такая же длина. И одну ручку я уже обвязала с этой стороны. И теперь обвяжу вторую и покажу вам как.
Разворачиваю ее к себе вот таким образом. Крючок я вставляю в воздушную петельку между столбиками, в которых я делала убавку, и закрепляю пряжу. И теперь в каждый столбик до воздушных петелек ручки я буду провязывать полустолбики без накида. Под обе стенки петли я вставляю крючок, провязываю полустолбики без накида. Вот здесь у меня еще есть воздушная петелька, я в нее тоже провязываю полустолбик без накида. И дальше у меня начинаются воздушные петли ручки. Я буду вставлять крючок в каждую воздушную петлю и провязывать столбик без накида. Так как у меня 100 воздушных петель, то я должна провязать 100 столбиков без накида. Я обвязала воздушную цепочку, довязала до тела самой сумки. И вот здесь у меня петелька. Я в нее вставляю крючок, также провязываю полустолбик без накида. И дальше уже в каждый столбик я также провязываю по одному полустолбику без накида до вот этого места, где у меня было начало. Я обвязала вторую ручку, и сумка моя готова. Сумки я никогда не стираю, я не вижу в этом необходимости. Но если вы хотите, можете, конечно, такую сумку постирать. Я имею в виду стирку после того, как изделие связано. Потом, конечно, в процессе эксплуатации, так как они пачкаются, сумки, то я, конечно же, их стираю. Сумка у меня получилась очень вместительная. Большая. И на этом, в общем, я завершаю свой мастер-класс. Я надеюсь, что он будет вам полезен, и вы свяжете для себя авоську как альтернативу пластиковым пакетам. Не буду вам рассказывать о том, насколько вредны пакеты. Я думаю, что вы сами об этом все прекрасно знаете. Так что давайте будем вязать экологически чистые вещи, пользоваться ими дольше и не загрязнять природу. Пока-пока. Увидимся с вами в новых мастер-классах.